В гостях легенда дэт-металла группа Hypocrisy во главе с Питером Тектроном, также знакомого вам по Pain и Линдеман. Будет о чем поговорить. Кенговер, блядь. Друзья, привет! Сегодня у нас в шоу первые иностранные гости. Группа Hypocrisy. Ребят, привет! Привет, здрасте, как оно? Ребят, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь и чем занимаетесь в данный момент? По-моему, мы сейчас в Санкт-Петербурге, да? Все верно, да? Что мы здесь делаем? Записываем видео. О, да, так точно. Я думаю, получится круто. Без сомнений. Потрясающая площадка и отличная команда, которая нам помогает на съемках. Очень хорошая. Да, хорошая команда. И атмосфера. Да, атмосфера. Похоже, здесь что-то перестраивают в этом старом здании. Если честно, я бы заимел себе такое. Здесь можно такого намутить. Классное место. Точно. И оно прекрасно подходит для нашего нового клипа. Так и есть, это главное. Многие русские металлисты мечтают снять клип в Швеции, например, с Патриком Уляусом. Почему Санкт-Петербург, почему Россия? Мы убеждены, что в России не меньше талантливых людей. И предыдущее видео мы снимали в Лос-Анджелесе, а теперь решили попробовать и в России. А еще мы слышали, что Санкт-Петербург — это город с богатой культурой, и здесь много талантливых людей, и мы сегодня в этом смогли убедиться. Команда, которая работает с нами, это очень талантливые люди, и мы рады, что решили снимать новый клип именно здесь. Последний раз вы были в Питере с гастролями лет 10 назад. Что изменилось? Посмотрели ли вы что-нибудь в городе? Удалось нам на что-нибудь посмотреть? Что-то изменилось? Нет? Лодку видел недалеко от отеля. Старая такая. Наверное, это Аврора, да? Аврора. Исторический корабль. Он был построен в 1903 или 1904, что-то вроде того. Настоящий боевой корабль. Да, но что изменилось за 10 лет? Если честно, я с трудом могу вспомнить, что вообще было 10 лет назад. А ты? Помнишь Санкт-Петербург 10 лет назад? Не, я был только в Москве лет 9 назад, и я здесь вообще не был. А, ты только в Москве был? Да, только в Москве. Все, я понял, он тут впервые. У меня в целом только положительные впечатления от России. И играть здесь одно удовольствие, а публика просто фантастическая. Так что я рад снова вернуться сюда. Мы ожидаем всего. У вас предстоит тур по России. Какие у вас есть ожидания? Чего ждете от русских фанатов? Все как и всегда. Ждем от России трэша и угара. Надеемся хорошо провести время. Ждем теплой поддержки, дружелюбных людей. Особенно учитывая, что мы так давно тут не играли. В отличие от Европы, мы не играем здесь каждый год. Мы не так часто приезжаем в Россию. Поэтому каждый раз получается особенный. Для нас это всегда событие. Как я уже и говорил, мы рады тут находиться и с нетерпением ждем нового шоу. Чем-то гастроли в Европе отличаются от гастролей в России? Да не особо, не думаю, нет. Разве что клубы в России лучше, чем в Европе. По крайней мере, в тех местах, где мы играли. Я много гастролил по России с Pain, так что повидал не только Москву и Санкт-Петербург. Стандарты иногда намного выше европейских. Когда мы едем в Россию, я уверен, что все пройдет гладко. Может быть, расстояние больше в России? Да, с этим сложновато. Это чем-то напоминает наши туры по странам Южной Америки. Такие же большие расстояния между городами. Приходится делать часовые перелеты, много-много перелетов. В этом плане очень похоже, но вот в России очень высокие стандарты. Единственная проблема в том, что мы не можем привезти с собой все наши декорации для шоу. Потому как мы не можем взять их с собой в самолет. Когда ты играешь 1-2 концерта, например, в Москве и Санкт-Петербурге, тогда еще можно привезти это на грузовиках. Но как только тур выходит за пределы 2 городов, это становится уже сложнее. У нас сейчас нет таких возможностей. Что вы будете играть в этом туре? Что ожидать фэнам? Будем играть лучшие хиты? Да, да. У нас большая программа. В основном лучшие песни. И парочку сюрпризов, конечно. Ага, как пойдет.
Мы будем играть песни практически со всех альбомов. Это будет нечто особенное. Я слышал сегодня на съемках новый трек, он звучит очень круто, очень как Hypocrisy. Когда выйдет альбом, расскажите об альбоме. Спасибо. Пока точно сказать не могу, но мы надеемся выпустить альбом в марте, апреле. Нам надо вернуться домой и закончить работу. Осталось добавить вокал и несколько треков, все такое. Не должно возникнуть трудностей, хотя иногда, конечно, приходится, как говорится, срать кирпичами. Питер, ты часто рассказывал, что самое сложное в работе над альбомом — это писать тексты. Как ты относишься к группам, которым тексты пишут авторы со стороны? Это их дело. Мы сами стараемся не затрагивать политиков, не мешать политику в музыку. В своих текстах мы стараемся приоткрыть завесу тайны и показать мир, каков он на самом деле. Но все намного сложнее, чем политика. У политиков и власти-то особо нет. Все в руках банкиров, больших шишек, тех, кто владеет целыми странами. Мы пытаемся показать людям, что они относятся к нам как к подпольным крысам. И они делают из нас рабов для своих целей. Мне кажется, что для них это некое извращение. Заставлять людей страдать. И я затрагиваю эту тему в новом альбоме, а также тему того, что происходит за пределами нашего мира, а также о том, что вообще происходит. Но главным образом о том, как правящая верхушка власти держит завесу тайны, чтобы мы не знали о том, что происходит. Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь, когда Питер играет с Пейном и Линдеманом в турах, пишет альбомы с ними? Ну, дома я хожу на обычную работу. Но, конечно, Hypocrisy всегда остается для меня приоритетом. И я могу на некоторое время оставлять свою основную работу. В группу мы вкладываем все свои усилия. И я рад, что у меня есть возможность совмещать обычную работу и Hypocrisy. Я владею тренажерным залом в своем родном городе. Также у меня есть еще один проект с ребятами из Европы. Называется Berserker Legion. Вот, в принципе, и все, чем я сейчас занимаюсь. Эти проекты, включая Hypocrisy, занимают все мое время. А еще тягаю железо. Ну и тягаю железо. Глянь, бицуха какая. Очень многие артисты, успешные в России, сейчас сами занимаются своими делами, продвижением. Какую роль выполняет лейбл в Европе для такой группы, как вы? Мы подписаны на один и тот же лейбл с 1992 года, и пока он хорошо работает. Но никогда не знаю, что может быть в будущем. Может, однажды настанет время вылезти из этого безопасного пузыря и заняться всем самостоятельно, сэкономить себе деньги. Пока не знаем. На данный момент мы издаем этот альбом и следующий на Nuclear Blast. Это уже точно, и если к этому времени мы будем еще живы, то решим, что делать. Я в целом согласен с подходом некоторых групп. Иногда и правда выгоднее сделать все самому, сэкономить себе деньги. Так что, да, это тяжелая работа. Надо самому заниматься промоушеном, быть подкованным в этом вопросе, знать нужных людей, чтобы сделать хорошее продвижение. Мне слишком лень. Я погружен в написание музыки, и думаю, вы, ребята, со мной согласитесь. Да, в то же время мы вместе с Nuclear Blast с 1992 года, так что у нас сложились очень доверительные отношения. И много людей до сих пор работают на лейбле еще с того времени. Все это делает наши взаимоотношения легким и приятным. Это нам на руку. Альбом выйдет в марте, вы сказали, а новый сингл, клип, который вы сегодня снимали, есть какие-то подробности? Как я и говорил, мы снимаем еще один клип в Лос-Анджелесе, но пока не видели, что получилось. И вот сейчас снимаем еще один клип, и тоже пока не видели, что вышло. А когда увидим оба, тогда и решим, какой из них первый выпускать.
Я думаю, один выйдет за месяц или несколько недель до релиза альбома. Или даже мне кажется, что один за пару недель до релиза альбома, а второй в день релиза. В данный момент план такой. Да, посмотрим. Выбор небольшой. Думаю, что оба клипа получатся хорошими. Да, точно. Будут хороши оба. Как бы это дипломатично не звучало, но я на самом деле так считаю. В обоих случаях был профессиональный подход. Мы отлично провели время и сработали с обеими командами. Но пока что мы еще ничего не увидели. Ну да. Монтаж — это всегда самый важный этап, так что нам просто надо подождать, и тогда увидим. Пока что трудно сказать. У нас есть рубрика, где музыканты рассказывают про разные дикие туровые истории, которые происходят с ними в дороге. Есть ли у вас такие истории, связанные с Россией, например? Нет. С чего бы начать? С самого начала, наш первый тур. Чем же мы занимались? Наверное, надо упомянуть историю из Нью-Йорка, о котором писали на сайте Nuclear Blast. Серьезно? Получается, все они уже знают? Ну, или это, когда мы были в туре и должны были ехать на машине с Cannibal Corpse and Fear Factory из Швеции в Голландию. Там нас ждал туровый автобус. Доехали мы туда вполне нормально, ничего особенного. Никаких проблем, понимаешь? Но на обратном пути, когда мы возвращались после тура домой и переправлялись на пароме из Германии в Гётербург, ты и я, нам пришлось раздеться догола на таможне. Не знаю, за кого они нас приняли. Да мы же неделями не видели душа и выглядели как дерьмо. Были похожи на наркоманов. Нам тогда было... Тебе же и 20 лет не исполнилось. Не, мне было 17, а мне 23 или что-то вроде того. Но мы выглядели как настоящие деревенщины. Так, снимайте с себя всю одежду. Ну и нам пришлось раздеться догола. Неплохое начало, правда? Добро пожаловать в тур. Хороший первый урок. Нам всем пришлось нелегко во время первого тура. А какой был твой первый тур? Вместе с вами? Не, в целом. Было что-то сумасшедшее. Это был 2004, и мы разогревали Unleashed. Тогда я был в составе In Battle. Ничего не работало, все было наперекосяк. И я налажал во всем. Это был очень ценный опыт. Но что-то безумное? Не, ничего такого, что я мог бы упомянуть. Но вот когда я с вами, парни, все это время что-то происходит. И ты сначала такой... А потом ничего другого не остается, как улыбаться. Вот почему так интересно ездить в туры. Никогда не знаешь, что произойдет. Никаких красных дорожек. Только колючая проволока везде и минные поля. Но мы по-прежнему продолжаем этим заниматься. Даже не знаю почему. Думаю, все это ради фенов и самих себя. Без чувства юмора было бы сложно. Да, без чувства юмора никуда. Это просто невозможно. И плюс ты не можешь вести себя как рок-звезда, надо уметь воспринимать себя адекватно. Ты либо создан для этого, либо нет. Вот и все. Некоторые люди готовы к такому, а некоторые нет. Это нелегко. Надо уметь быть терпеливым. Бывает, что все идет не так, и это непросто. Какие у вас есть традиции перед выходом на сцену? Мне надо отлить. Ты моешь голову? Что? Моешь голову всегда перед выходом на сцену. Не, я просто обливаю волосы водой. Так это одно и то же. Ладно, я мою голову. Нет, это звучит по-гейски. Я не мою голову. Я просто мочу волосы. Не, у меня нет никаких особых традиций. А что насчет пива? Пивасик — хорошая традиция. Пиво? Возможно. Всегда интересно пробовать местное пиво и оценивать оно. Какое оно на вкус? На что похоже? Но вы пьете не local beer. Ну да, сейчас нет. Что вам нужно для хорошего шоу? Ну, я не знаю, не очень много. Хорошая публика. Да, хорошая публика.
Сразу становится легче. Неважно, даже если в зале всего 20 человек, это попросту не имеет значения. Ты выходишь на сцену и выкладываешься. Конечно, здорово, когда у тебя от публики есть отдача. Тогда ты думаешь, вау, и ощущаешь эту связь. Благодаря этому концерт становится особенным. Какое в Швеции есть средство от похмелья, помимо шипучих таблеток, известных всем? Пивосик. Я хотел сказать аспирин, но это же тоже таблетки. Да, это таблетосы. Соль. Соль и вода. Да, ты пьешь много соли и воды. Они помогают избавиться от обезвоживания, как последствия возлияний. На крайний случай сон и еда. У меня есть 3 правила. Или концерт. Поесть, посрать и душ. Звучит хорошо, да. По-другому от похмелья не избавиться. У нас в России есть средство, которое многие считают им помогает. Называется рассол. Как раз солененькая. Соленая, точно, это соль. Это из-под огурцов? О, да, хорошо. Попробуй. У нас есть свое название этому. О, возьму на заметку. Как будет похмелье по-шведски? Bakfylla. Когда играешь в группе, ты сталкиваешься с тем, что тебе постоянно нужны какие-то графические материалы. Логотипы с названиями туров, логотипы для обложек, для мерча. Хочу посоветовать вам темного рыцаря графического дизайна, амбассадора высокого стиля Батра. Ссылочку на него вы найдете в описании, а по промокоду HANGOVER вы получите 20% на разработку логотипа или фирменного стиля для своей банды или компании или бренда. Питер, расскажи, пожалуйста, как ты познакомился с Тилем, потому что мне рассказывали одну очень интересную легенду. В первый раз мы встретились с ним в Стокгольме. Они тогда были подписаны на тот же самый звукозаписывающий лейбл, что и Pain. В 99-м, кажется. И они особо не были ни с кем знакомы. Я был в Стокгольме, и парни из Universal Music сказали: тут парни из Германии пишут свой новый альбом, они никого не знают. Может, сходишь и развлечешь их, проявишь дружелюбие? Я ответил: да, не вопрос. И я слышал о них, мне очень нравились их 2 первых альбома. Первое наше общение прошло очень легко и буль-буль-буль-буль. Когда они приехали в следующий раз, мы созвонились или списались. Блин, не помню, чтобы я им писал. Короче, мы как-то вышли на связь. И тогда с ними было уже сложнее встретиться. Они только закончили запись альбома Мута. Они приехали давать интервью. Мы с Тилем пошли поесть после того, как он закончил давать интервью. Там мы начали закидываться егермастером, одну за одной. Мы ужинали где-то 3 часа, после чего начали пить егермастер. Выпили порцию, другую, 6-ю, 9-ю, после чего я все заблевал. Это был полный трэш. Меня выгнали из бара. Это была одна из наших первых встреч. Потом нас еще много раз выгоняли. То он вяжется в драку, то еще что-то. Сценариев развития событий было много. Я был на вашем концерте в декабре. Шоу было шокирующим. Кто придумывает все его элементы? Угадай. Не я. У нас в команде есть 2 безумных типа. Зоран, режиссер наших клипов, и Тиль. Мой друг был на автопати и рассказывал, что Тиль в конце вечеринки грыз в стакан из-под вина, и потом вызывали скорую, чтобы зашить ему рот. Как часто происходят такие истории, насколько он сумасшедший? Да, он ел стакан, но помощь ему не потребовалась. Никакой скорой не приезжала, ему вообще насрать. Он жрет стекло, все подряд. В этом туре с каждым днем становилось все безумнее и безумнее. Подробностей я раскрывать не могу, возможно, будет фильм, а они все документировали. Я видел фотографии, что ты был на концерте «Рамштайн» в Москве и, возможно, в Петербурге. Как тебе их новое шоу? Оно очень крутое, все идеально. Оно настолько крутое, что просто отвал башки.
Туда вложено много сил. Дизайн и то, как все просчитано по секундам, делает его лучше всех остальных, на мой взгляд. Недавно в Инстаграме ты запустил некоторые фотки и, возможно, кадры из клипа. Скоро выйдет новый альбом. Да, если я ничего не путаю, клип должен выйти в эту пятницу. Понятия не имею насчет альбома, но я думаю, что где-то в начале ноября. Не знаю конкретной даты, поэтому не могу сказать точно. Точно в начале ноября, а после выхода будет еще парочка клипов. Может, в преддверии, я точно не знаю. Но точно будет еще пару клипов. Какой из альбомов Hypocrisy был самым успешно коммерчески успешным? Трудно сказать, понятия не имею. Не знаю, если у нас подобные данные, точнее, они у нас есть, но я не уверен, что мы сможем сказать сейчас наверняка. Я знаю, что Virus продавался очень хорошо. Virus и один из альбомов тоже были очень популярны. Мы особо не следим за цифрами. Мы видим реакцию людей, когда играем наши песни и все такое. Но, насколько я помню, в чартах США Virus был на одной из первых строчек. Он один из поздних, так что это хороший результат. Возможно, это значит, что мы до сих пор делаем что-то правильно. Большинство групп, знаешь, которые начинали вместе с нами, уже не существует. Некоторые еще на плаву, но дела у них идут не так хорошо, как в прошлом. А мы позволили себе измениться, чтобы выжить. Не продолжаем делать одно и то же. Мы не боялись экспериментировать. Мы пробовали многое. Жанры. Да, точно. Немного того, немного этого. Когда тебе нравится все понемногу, это отражается на музыке, которую ты пишешь. Какие альбомы Hypocrisy у вас любимые и нелюбимые? У кого какой топ? Я скажу сразу, какой самый нелюбимый. Для меня это Fourth Dimension. Это все из-за продакшена. Да, продакшн был ужасен. И я не могу его слушать. Я не слушал его, по-моему, с 95-го года, честно говоря. Мой любимый Taste of Extreme Divinity. Он брутальный, злой. В нем также чувствуется стиль. Худший? Не знаю, нет таких. О, да ладно тебе, можешь сказать. Я даже не знаю. Может быть, самый первый? Ты? Мой выбор Fourth Dimension. Из-за продакшена. Полное дерьмо, правда. Это точно. Когда у тебя такой дерьмовый продакшн, то альбом даже не хочется заливать себе в плеер, не то чтобы слушать. А любимый? Любимый Virus. Taste of Extreme Divinity. Одноименный альбом тоже был удачный. В нем было много... Не знаю, много всего. Да, там было намешано много разных стилей. Да, на этом альбоме было много разных стилей. Это был очень крутой концепт, и вышло неплохо, на мой взгляд. Думаю, новый альбом будет самым лучшим. Это не пустые слова. Но в нем будут собраны песни из каждой эры, со всей нашей карьеры. Что-то мы взяли с Abducted, что-то с Hypocrisy. В нем есть все, и мне это очень нравится. Фантастический альбом. Я тоже в предвкушении. Скоро закончим. Думаю, получится хороший альбом. Надеюсь, люди про нас не забудут, когда мы его допишем, наконец-то. Должен получиться удачный альбом. Было вложено много сил. У нас накопилось много материала, и мы отбирали самое лучшее. Да, должен получиться добротный альбом. Однозначно. Спустя столько лет, что вас еще может удивить в музыке? Слушаете ли вы музыку какую-то еще? Удивить в музыке? Я не знаю. Меня уже ничего не удивляет. Я знаю грейндкор с пердежом. Возможно. Из этого может получиться что-то новое. Я не знаю, существует столько глупых вещей. По-моему, мы слишком старомодны для этого. Глупые — это те жанры, которых не существует. Но люди пытаются их придумать из ничего. Вроде грайндкора, что-то там и тому подобное. Но для меня это либо металл, либо нет.
Поддерживаю, если в этом есть перегруженные гитары и агрессия. Это металл. И уже не важно. Нет дисторшена? Попса. Двойные бочки? Металл. Слушаете ли вы другие жанры? Поп-музыку, рэп-музыку? Все слушаем. Абсолютно все. Хорошая музыка есть хорошая музыка, неважно в каком жанре. Да, точно. У тебя очень широкий зад. Вы бы удивились тому, что Питер слушает в туровом автобусе. Это не то, что вы ожидаете. Но это круто. Я имею в виду, что так или иначе ты учишься и подмечаешь что-то новое для себя. Я слышал о каком-то проекте Питера с Джолин Тернером. Можешь рассказать какие-нибудь подробности? Да. Я пригласил отыграть его на 50-летие моего брата. Группа, которая играла с ним, мои хорошие друзья. Вот так я и додумался до этой идеи. Мой брат старше меня на 5 лет. Он фанат Rainbow, Deep Purple, подобной музыки. Я пригласил его отыграть на вечеринке-сюрпризе для моего брата. Он играл 1,5 часа, только лучшие хиты. England, Malmsteens, Rainbow, Deep Purple и так далее. Мой брат рыдал. Он не мог в это поверить. Какой классный подарок. Да, это был хороший подарок. На следующий день я должен был его привезти и увезти обратно в отель. По дороге мы разговорились. У меня есть песни, но они не подходят для Hypocrisy, Pain или Lindemann. Я ему их включил, и он такой: я мог бы с этим что-то сделать. Клево! Я отправил ему эти песни. Позже он прислал мне одну из них. Он записывал их где-то в Нью-Йорке. Я просто охренел. После этого мы начали сотрудничать, и теперь у нас 6 или 7 песен. Когда я вернусь, мы постараемся закончить весь альбом. Он сможет использовать их для своего собственного релиза. Мне кажется, это больше похоже на Билли Айдола или Стива Стивенса. Я там не в центре внимания, я помогу ему с музыкой и продакшеном. Я знаю, что ты долгие годы сотрудничаешь с компанией ESP. Есть ли у тебя любимые гитары? Можешь рассказать про вашу дружбу? Они всегда меня сильно поддерживают. И я не крутой гитарист, я не умею играть на чертовой гитаре, но они все еще меня поддерживают. И за это я готов сказать им отдельное спасибо. Каждый раз, когда мне нужна новая гитара, они отвечают: хорошо, без проблем. И высылают. С ними никогда не возникает проблем. И я стараюсь отплатить им тем же и остаюсь с ними. Круто. Еще у меня был вопрос. Можешь ли ты научить меня играть вступительный риф из песни Roswell 47? Завтра, например, на саундчеке. Конечно, без проблем. Но вот он гораздо лучше меня разбирается в гитарах. Так что пусть он тебя всему научит. Я понятия не имею, но вообще мы сделаем это без проблем. Start with. Yes. There's a loose. О, And then backwards. ага. Yeah. 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 1, 2, 3. That was quick. Yep. Was quick.
quick Cool learner. guitar. Thank you. I'm out of job. Yeah. I'm No. fired. Okay. Когда я уезжал на интервью, мои дети видели твою фотографию, и они сказали: «Папа, ты же едешь к Джеку Воробьеву». Как ты относишься к таким сравнениям? Были ли какие-то у тебя истории, связанные, смешные с этим? Я скажу так, бывают комплименты и похуже. Знаешь, «О, ты выглядишь как Джон Кеннеди». Так что я считаю это неплохим сравнением. Я не против, мне все равно. Это он похож на меня, так что это не проблема. Сегодня услышал кое-что новенькое, что он микс из 3 личностей. Стива Бушеми, Кристофера Уокена и Джека Воробья. Скоро у вас еще тур в Америке, насколько я понимаю, у Hypocrisy. С кем вы едете? Какие-то подробности расскажите, пожалуйста. Тур по Европе. European, sorry. Пока еще ничего не подтверждено, так что мы не знаем, но по Европе точно. Да-да-да, по Европе точно. У нас планируется тур с середины ноября до середины декабря совместно с Amorph и Arch Enemy. Пока что у нас такие планы. Будет нечто крупное. Будет нечто крупное, и мы этого очень ждем. Когда отправимся в тур с нашими друзьями из Швеции, это всегда отличное времяпрепровождение. Разрушим их жизни. Их печени. Их почки, все. Вырвем их сердца. Мы друг друга уже давно знаем, так что это будет почти семейная поездка. То есть вы дружите со всеми этими музыкантами? Да, конечно. Разве ты не помогал с записью альбома Amorph? Потому что я помню, что записал с ними около 3 альбомов. И я спродюсировал для них 1 мини-альбом и 2 полноценных. Но я не помню, работал ли ты тогда в студии. Не помню, чтобы я участвовал в подобном. Видимо, это было позже. Мы просто работаем вместе еще с начала 90-х. Так что знаем друг друга очень давно. Мы знаем друг друга очень хорошо. Отличные ребята. Будет отличный тур. Круто. Спасибо за интервью, ребята. Удачи вам в туре. Удачи, чтобы альбом новый Hypocrisy порвал всех. А также ждем остальные твои проекты. Спасибо. Привет, мы Hypocrisy. Мы хотим, чтобы вы подписались на этот канал. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, что вы думаете по поводу всего этого. И если тебе повезет, ты выиграешь диск, а также ты можешь выиграть футболку, подписанную нами. Диск мы тоже подпишем. Друзья, группа Anaconda спросила вас придумать название для их юбилейного тура. И вот уже находясь в этом туре, они выбрали победителя. Участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите, конечно же, комментарий под этим видосом. Всем hangover! Hangover,